Хлеб, который получается с первого раза. Без миксера, без долгого замеса, только простые движения, теплые руки и проверенный рецепт. А результат мягкий, пышный, румяный хлеб, от которого невозможно оторваться. Ассаляму алейкум! Сегодня готовим домашний хлеб с очень простым тестом. В миску наливаем 600 мл теплой воды. Добавляем 1 столовую ложку сахара. И 1 столовую ложку сухих дрожжей. Все перемешиваем венчиком до растворения. Теперь добавляем 3 стакана или чашки пшеничной муки. Я ввожу муку в 2 приема, так проще перемешивать. Добавляем еще треть чашки муки и 1 чайную ложку соли. Снова перемешиваем. На этом этапе я использую руки. Просто объединяю тесто, как бы собирая его в шар. Долгий замес не нужен. Достаточно 2 или 5 минут руками, чтобы все хорошо соединилось. Вот такое вот тесто у меня получилось. Довольно плотное и эластичное. Немного смажем маслом, накрываем тесто пленкой и салфеткой. Даем ему подняться примерно 30 минут. Через полчаса наше тесто поднялось. Обминаем наше тесто. Чтобы тесто не прилипало к рукам, можно руки смочить просто водой. Собираем наше тесто по бокам в серединку, формируем шар. Снова накрываем тесто пленкой и салфеткой и оставляем его на полчаса. Прошло полчаса. Наше тесто снова поднялось. В этот раз еще больше, чем в предыдущий. Стол посыпаем мукой. Аккуратно выкладываем тесто и вымешиваем его около 2 или 3 минут. Формируем аккуратный шар, как на видео. Посмотрите, движения простые, просто следуйте за мной. Для формочки я использую чугунную сковородку. Застилаем пекарской бумагой или просто посыпаем мукой и выкладываем тесто.
Накрываем наше тесто салфеткой и даем отдохнуть еще 10 минут. Прошло время, теперь аккуратно делаем надрез острым ножом. Ставим хлеб в разогретую духовку. Первые 20 минут при 230 градусов. Включаем только нижнюю часть, чтобы преждевременно верхняя часть не подрумянилась. Потом снижаем температуру и выпекаем еще 15 минут при 180 градусов. Тут уже нужно включить с двух сторон, сверху и снизу. Вот и все. Достаем хлеб, даем немного остыть и можно наслаждаться. Разрежем наш хлеб и посмотрим, какой внутри. Такое пышное и воздушное получилось. Посмотрите на текстуру. Она мягкая, пушистая, будто облако. Аромат, как в пекарне. Если вам понравился этот рецепт, поставьте лайк и поделитесь в комментариях, какой хлеб вы любите. Оцените это видео по шкале от 1 до 10. И обязательно напишите, из какой вы страны или города. Я люблю читать ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. До встречи в следующем видео.